Почему у американских грузовиков такой огромный капот? А видели их двухкомнатные кабины? Почему в Европе так не принято? Разве их дальнобойщикам не нужен комфорт? Разумеется, нет. На все есть веские причины, и я расскажу про основные отличия американских и европейских фур и чем они обусловлены. А в конце покажу монстра с 4000 лошадиных сил и стоимостью в 13 миллионов долларов. Грузовики в Америке. Но начать хотелось бы с истории появления профессии дальнобойщика в Америке. В начале 20 века американские грузоперевозки держались на паровозах и конных повозках. Железные дороги господствовали на континенте, перевозя огромные грузы через города и штаты. А грузовики? Они были скорее экзотикой, выступая в роли движущихся билбордов, нежели эффективным средством доставки товаров. Представьте, что средняя скорость движения по дорогам составляла около 12-15 км в час. Первой компанией, которая перевернула игру, стала Mack. В 1910 году они кардинально изменили техническую часть. Двигатели стали мощнее, трансмиссии надежнее, а грузовики способными на большее. Первая мировая война стала катализатором для автотранспорта. Рой Чапин, один из основателей Hudson Motor Company, убежден был в том, что железнодорожные перевозки уже не могут считаться надежной основой американской экономики. Один взрыв на путях, и логистика штата останавливается на недели вперед. Он предвидел эру грузовиков, которые с помощью пневматических шин могли бы двигаться быстрее и эффективнее. К 1920 году количество грузовиков в США взлетело до 1 миллиона. После началась эра инноваций. Дизельные двигатели, классификация и стандарты для грузовиков, седельно-сцепные устройства – все это вывело американские грузоперевозки на новый уровень. Каждый штат установил свои ограничения на максимальный вес, а дороги становились лучше, позволяя развиваться в этом направлении. В 1933 году, когда Рузвельт обозначил новый курс, предприятия транспортной сферы объединились, чтобы обсудить правила честной конкуренции. Так зародилась American Trucking Associations. Этот год также отметился выпуском первого грузовика с кабиной для отдыха от Kenworth, тем самым открыв новую эру для дальнобойщиков. Нужно ли говорить, что это полностью перевернуло игру? Грузовики в Европе. Вы спросите, а что было в Европе? На заре 20 века европейский воздух еще наполнялся запахом конского пота и звоном копыт по брусчатке. Но автоинженер Дюркоп открыл новую страницу в истории автотранспорта, представив миру первую модель грузовика. За ним последовало внедрение электромобилей и доставка в Англию от Карла Бенца 1000 грузовых пикапов, способных выдержать нагрузку в 250 килограмм. Но переворота не случилось. Несмотря на появление этих инноваций, до 1910-х грузовики еще искали свое место под солнцем, конкурируя с конными повозками и пробуя найти свою уникальную нишу. Те грузовики, что были, больше напоминали современные фургончики. Легковые авто, преобразованные путем замены задней части на грузовой ящик. Но скорость… Вот она-то как раз-таки и оставляла желать лучшего, уступая конным повозкам, что вкупе с низкой грузоподъемностью и большим расходом топлива делало их мало привлекательными для сельского хозяйства и промышленности. Изменения начались в 20-х годах, когда инженеры предприняли революционные шаги. Двигатель переместился на переднюю часть, рядом с которым нашлось место для сидения шофера, преобразовывая конструкцию и повышая эффективность использования. Появление мощных 4-цилиндровых моторов от Даймлера в 1907 году и последующий выпуск моделей, внешне напоминавших современные капотные машины, стало настоящим прорывом. К 20-м годам грузовики обрели не только мощность и надежность, но и специфические черты, такие как большой кузов, массивная ходовая часть, двойные задние колеса и сплошные резиновые шины. Как видите, полноценные грузоперевозки в Европе и Америке сформировались примерно в одно время, но машины начали отличаться уже тогда. Но почему? Отличия по габаритам. Первое, что можно заметить, глядя на американские и европейские фуры, это огромная разница в габаритах. Почему так?
В Америке и Австралии, где дороги тянутся по прямой на многие километры, грузовики используют как автопоезда. Их длина не просто дань моде, а просто удобное решение для дальних дорог и просторных мест для загрузки. Вдали от городской суеты склады обычно находятся в достаточно открытых местах, избавляя тягачей от необходимости пробираться сквозь узкие улицы. Так почему бы не перевозить больше? Теперь представьте себе Европу. Компактные города, узкие улочки и потребность в маневренности на каждом шагу. Здесь грузовикам приходится быть поскромнее в размерах, чтобы пробираться через городские лабиринты. Длинная фура банально не сможет повернуть на перекрестке, не снеся что-нибудь с собой рядом. Европейские производители прячут двигатель под кабиной ради того, чтобы вписаться в этот городской пейзаж. Расстояния небольшие, здесь грузоперевозки часто занимают не более пары суток. И знаете, что интересно? В Америке удлинение рамы грузовика не просто добавляет пространства для комфорта водителя, но и улучшает маневренность. Это позволяет более гибко управлять прицепом, делая повороты более плавными и контролируемыми на большой скорости. Так что, видите ли, размер грузовика – это не только вопрос вкуса. Ведь любой производитель старается сделать максимально универсальный вариант автомобиля, который впишется в различные условия эксплуатации. Про двигатель. Итак, с габаритами разобрались. Теперь хочу рассказать и про различия в подкапотном пространстве, ведь это сильнее всего бросается в глаза. Если американцы изначально проектировались, чтобы везти груз дальше и в большем объеме, то и мощность им нужна, соответственно, выше. Правильно ведь? Кроме того, в Америке грузовики могут разгоняться до впечатляющих 90 миль в час, что эквивалентно 160 км в час. Представьте себе эту мощь на дороге. В Европе же для грузовиков верхний порог скорости ограничен сотней километров в час, чаще всего даже 90 км в час. Именно эти скоростные режимы и задают тон в дизайне и конструкции тягачей. Американские грузовики, чтобы соответствовать этому вызову, оснащены простыми, но мощными рядными шестерками, которые способны выдерживать нагрузки от перевозки тяжелых грузов на огромные расстояния. Но есть небольшой нюанс – огромный расход топлива. В Европе же предпочтение отдается более сложным V8 двигателям, которые хоть и меньше по размеру, но нацелены на эффективность и экологичность, хотя это и влияет на мощность и стоимость обслуживания. Американские моторы банально не смогли бы поместиться под кабину. Европейские инженеры, не желая себя чем-либо ограничивать, сунули мощный двигатель прямо в носовую часть грузовика. Это не только облегчило доступ к сердцу машины для обслуживания и ремонта, но и открыло простор для инноваций в дизайне кабины. Хотя, честно сказать, им скорее пришлось пихнуть все и сразу в ограниченный объем. Безопасность. И раз мы заговорили про капот и кабину, то хотелось бы оговориться и про безопасность. Хотя европейские производители вроде Volvo или Mercedes кичатся своей безопасностью для водителя, дальнобойщики всего мира предпочитают в этом плане американские тягачи. Лишние несколько метров металла перед тобой позволяют чувствовать себя гораздо увереннее в случае аварии, чем когда удар прилетает непосредственно в кабину, как у европейских фур. Вот можете сами оценить разницу. И вот тут, как видите, шансов выжить у американца несколько больше. Но что делать, если вы попали в ДТП в Америке и не знаете, что делать дальше? Куда обращаться за помощью? Где найти грамотного юриста? Как получить компенсацию, если у вас нет страховки? Компания ДТП Америка помогла получить компенсации на 21 миллион для своих клиентов. Здесь вам точно ответят на все интересующие вас вопросы. Ссылочка будет в описании. Нужды и комфорт водителя. Но идем дальше. Представьте, вы находитесь в бескрайнем путешествии по широким дорогам, где горизонт кажется бескрайним. Правда, звучит романтично. Для водителей грузовиков, преодолевающих такие расстояния каждый день, это скорее марафон, где отдых становится не роскошью, а банальной необходимостью. Вот почему американские грузовики стали чем-то вроде полноценных квартир на колесах, предлагающих не только перевозку грузов, но и максимальный комфорт для своих водителей.
Возьмем, к примеру, Mac Anthem 2020-го. Это не просто транспортное средство, это ваш личный дом на колесах, где есть все, что душе угодно, за исключением, пожалуй, ванной комнаты. Но кто сказал, что дорога должна быть лишена удобств? Современные грузовики оборудованы так, что могут легко соперничать с небольшими квартирами по уровню уюта и функциональности. Казалось бы, зачем автопроизводителям так тратиться? Мощность есть, колеса есть, вот и вези свой груз. Но комната отдыха – это не просто способ расслабиться в дороге, но и возможность восстановить силы и реакцию, что критически важно для безопасности на дорогах. Ведь что может быть важнее, чем сохранность груза? Ну и, конечно, своей жизни. Ни одна система, встроенная в грузовик, не сможет подменить заснувшего на скорости водителя. Но я говорил про Америку, а что же у нас в Европе? Там все по-другому. Европейские грузовики, хотя и эффективны, но не могут похвастаться таким же уровнем комфорта. Они скромнее и функциональнее, созданные для работы в условиях плотного городского движения и узких улиц. Во многих из них комфорт сводится к полке сзади и пневматическому сиденью, и лишь некоторые из них оборудуются для действительно дальних грузоперевозок. Kenworth T680. Но давайте я покажу вам флагманские грузовики, чтобы вы наглядно увидели разницу в американских и европейских машинах. Kenworth T680, несколько раз удостоенный звания лучшего коммерческого грузовика, стал настоящей иконой американских грузоперевозок. Этот тяжеловес сочетает в себе передовую аэродинамику, инновационные технологии и, что самое главное, кабину, сравнимую по комфорту с современной жилой комнатой. С шириной кабины в 2,1 метра и спальным местом на 193 сантиметра, T680 фактически переписывает правила игры в мире дальнобойных перевозок. Отсутствие выступов двигателя и других технических элементов в салоне, а также уменьшенный угол наклона панели под ногами создают условия для исключительного комфорта за рулем. Два раздельных пространства в кабине, рабочая и зона отдыха, обеспечивают идеальное сочетание функциональности и уюта. В рабочей зоне установлены два кресла и огромная панель управления с мультимедийной системой, а зона отдыха поражает простором с широкой кроватью, обилием шкафчиков для личных вещей, мини-холодильником с морозильником, микроволновкой и даже 32-дюймовым LCD-телевизором. Между спальным местом и пассажирским креслом расположен вращающийся столик, позволяющий использовать пространство максимально эффективно. Проход в кабине достаточно широк, чтобы передвигаться стоя, а продуманная геометрия кресел с множеством регулировок поддерживает спину водителя в долгих поездках. Kenworth T680 – это не просто грузовик, а истинный дом на колесах, созданный для тех, кто ценит комфорт и качество в каждой детали. А чем на такой комфорт ответит Европа? Volvo FH16. Volvo FH16 – воплощение мощи, комфорта и инноваций. Это самый топовый грузовик, который есть в серийном производстве. С амбициозными 700 лошадиных сил под капотом этот тягач не просто возглавляет список самых мощных в мире, но и устанавливает новые стандарты для всей индустрии. Каждый элемент в Volvo FH16 разработан с мыслью о водителе. Просторная кабина, увеличенная почти на целый кубический метр по сравнению с предыдущими моделями, обеспечивает достаточно места для того, чтобы водители высокого роста могли свободно стоять, не склоняясь. Это не только добавляет удобства в долгих поездках, но и повышает уровень безопасности. Неудивительно, что новый FH16 успел стать лидером продаж буквально за 1 год. Он предлагает удобные спальные места для 1 или 2 человек, обеспеченные доступом к мультимедийной системе и независимому климат-контролю. Кресло, наклоняющееся на 55 градусов, создает идеальные условия для отдыха, чтения или просмотра телевизора. А просторные отделения для хранения, множество держателей для документов, подставки для стаканов и регулируемые полки лишь подчеркивают продуманность дизайна. Инновационная система IC, использующая GPS для запоминания маршрута, еще одно свидетельство того, что Volvo FH16 предвосхищает желания и потребности водителя.
iShift, самая интеллектуальная коробка передач в мире, разработанная специально для этой модели, демонстрирует стремление Volvo к комфорту водителя и экономии топлива. Фактически, водитель сидит как оператор на своем месте, контролируя все эти умные системы. Вот и выбирайте, сидеть в умной кабине или же в просторной квартире, как у американцев. Tor-24. А помните, я обещал показать самый мощный грузовик в мире? Когда страсть к автомобилям переплетается с неограниченным воображением и достатком, результаты могут быть поистине головокружительными. История Майка Хара и его Tor-24 – это яркое тому подтверждение. Вложив 7 лет жизни и огромные средства, он превратил свою мечту в реальность, создав не просто грузовик, а настоящую легенду на колесах. Выбрав в качестве отправной точки Peterbilt 359 1979 года, Майк не собирался ограничиваться его первоначальными спецификациями. Перед ним стояла задача создать самый мощный грузовик в мире, и, можно сказать, он этого определенно добился. Двумя сердцами Tor-24 стали двигатели 12V71 от Detroit Diesel, каждый из которых укомплектован 8 турбонагнетателями. Их общая мощность – 4000 лошадиных сил, а хромированные детали двигателя и подвески добавляют эстетической привлекательности этому техническому чуду. Tor-24 – это не просто грузовик, это произведение искусства, способное развивать скорость до 160 км в час. Но что еще более впечатляет, так это то, что для его остановки требуется 4 тормозных парашюта. В грузовике установлена 4-ступенчатая автоматическая коробка передач от Allison и множество датчиков и циферблатов, делающих кабину похожей на кабину летательного аппарата. И вместо обычного рычага переключения скоростей здесь используется меч. Зачем? Я и сам не понял, но Майк так видит. Комфорт водителя тоже не остался без внимания. В кабине есть телевизор и аудиосистема. Но самое безумное во всей этой истории, что в итоге машину продали. За сколько? Арабский шейх не пожалел 13 миллионов долларов, чтобы стать владельцем этого уникального творения. Это самый дорогой грузовик не только в Америке, но и в Европе. Как вы можете понять, большинство различий между американскими и европейскими грузовиками обусловлены вполне себе объективными причинами. А если вам понравился мой выпуск, обязательно подписывайтесь на канал и спасибо вам за просмотр. Пока-пока!